для каких камер этот аксессуар подходит, для каких фотографов, для каких жанров и какие преимущества и недостатки этой системы. Это для правшей и для левшей, правшей и для левшей, правшей и для левшей. Друзья, привет! С вами Фавионыч. Почему мы должны обратить внимание? И сегодня я решил возобновить выпуск касаемой техники. Что это только для профессионалов? Нет, друзья, это тоже для любителей, тоже подходит вполне. И мы сегодня поговорим о очень интересном аксессуаре, который можно использовать для всех жанров фотографии и практически для всех типов камер. Тема сегодняшнего видео — глаз, руки и линза на ремне, друзья. Я много раз рассказывал вам про штативы, про различные большие, маленькие, но сегодня речь будет про то, как человеку, фотографу, сделать качественные фотографии даже на длинных выдержках, не имея штатива. И смотрите, что у меня есть, видите? Это не черная лента обычная. Я вам покажу, что там есть. Друзья, ни для кого не секрет, что жанров фотографии существует огромное множество. Это и пейзажная фотография, и стрит-фотография, макрофотография, документальная и прочее, прочее, прочее. И, как ни странно, друзья, но есть помощник, который спасет вас в этих жанрах и сделает ваши фотографии еще лучше. Так что, если спросите, для кого это видео, это видео для тех фотографов, которые увлечены фотографией и хотят сделать качественные фотографии. Друзья, все вы знаете, что существует множество типов камер, но в современном цифровом виде в основном используют два типа. Ну, я бы сказал, три типа. Это зеркальные, беззеркальные и так называемые дальномерные, к которым относятся лейка и прочие всякие экзотики. Так вот, друзья, зеркальные камеры дают вам возможность увидеть в реальном времени картинку через объектив. Дальше поднять зеркало и уже снимать. Современные цифровые беззеркальные камеры имеют электронные так называемые видоискатели. Сегодня ветер у нас сильный, поэтому я немножко прикроюсь. Так вот, многие считают, что, купив зеркальную камеру, вы получите реальную картинку и всю информацию. Это отчасти так, но сегодня я затрону те параметры, которые касаются устойчивости съемки таких камер, всех типов камер, и как сделать более устойчивые съемки, то есть более резкие изображения без смытия. Нашел место, где ветра поменьше. Так вот, как ни странно, друзья, но огромные дисплеи, которыми оснащены современные камеры высокого разрешения, и эти дисплеи достигают иногда 3 и более миллионов пикселей. Плюс эти дисплеи достаточно больших размеров. В данном случае я вам показываю, вот. Вы понимаете, что это размер практически больше, чем дисплей моего телефона. И в этом смысле этот аксессуар дает вам возможность получить гораздо больше информации. Кто работает с биноклями, знает, что одна из самый главный показатель бинокля — правшей для левшей — это диаметр выходного зрачка. Он влияет на чувствительность бинокля в темное время суток. И кто работал с дорогими биноклями, где входной диаметр там 56 мм, больше 80, знает, что при низкой кратности этот выходной зрачок может быть и 6, и 8 мм. Вы знаете, что человеческий зрачок расширяется примерно до этих величин. Но, друзья, аксессуар, который я вам показываю, имеет выходной зрачок значительно больше, и он измеряется уже не в миллиметрах, а в сантиметрах. Входное значение — это действительно больших биноклей, и выходной тоже большой. В результате мы получаем огромного размера выходной зрачок. Что это дает, друзья? Это дает то, что в вашей камере вы можете выставить яркость дисплея абсолютно на минимум. Правшей для левшей. При этом будете все видно будет в дисплее, и все будет очень четко, контрастно. Более того, батарейка будет работать значительно дольше. Правшей для левшей. Пониженной яркости дисплея. Ну, допустим, Фавионыч, ты прав. И что нам все-таки это в результате дает? Почему я говорил о штативах? Толстые, большие, мощные, устойчивые штативы дают вам возможность резкого изображения. Но для этого нужно как минимум 3 точки.
В случае, когда вы снимаете сруб, у вас всего 2 точки. Более того, даже если у вас зеркальный фотоаппарат достаточно тяжелый, когда вы снимаете, вы все равно подносите. И точка опоры у вас не настолько жесткая. В случае же вот этой конструкции у вас получается 3-я очень жесткая точка, которая находится на общей оси с вашим объективом, является неким центром тяжести. Поэтому, когда вы держите вот таким образом и представляете в голове, вы получаете совершенно другую конструкцию, абсолютно жесткую конструкцию, которая с вашей 3-й точкой является ваш позвоночник, ваша голова. А это тяжелые предметы, как вы понимаете. Поэтому результат совершенно другого. Первый вопрос: для каких жанров? Да практически, друзья, для всех. Как? В первую очередь, конечно, те жанры, где есть подвижность, есть какое-то движение в кадре и ваше движение. Это, конечно, стрит-фотография, документальная фотография. Несомненно, это в макрофотографии и, конечно же, пейзажная фотография и файн-арт. Для каких фотографов? Друзья, для фотографов, которые имеют даже низкое зрение, которое со временем ухудшается, если вы плохо видите вблизи или наоборот у вас какая-то коррекция, этот аксессуар с коррекцией зрения, поэтому позволит вам гораздо лучше видеть то, что вы снимаете. Более того, я заметил, что когда я снимаю этим аксессуаром, то вот это поблескивание, которое было в зеркальных пленочных камерах, микропризмой, оно здесь тоже наблюдается, поэтому вы значительно точнее можете навестись на резкость вручную. Поэтому если фотограф снимает в ручном наведении на резкость, это в макро, это в пейзажной фотографии, очень важно. Это очень интересный аксессуар. Друзья, еще очень важно. Почему этот аксессуар так востребован? И те люди, которые занимаются стрит-фотографией и особенно арт-фотографией. С помощью этого аксессуара вы сможете снимать, благодаря тому, что вы получаете устойчивую конструкцию камеры, на выдержках близких к единице секунде. Как? То есть я снимал в городе, на Петроградке, стрит. Правшей для лавшей. Без рук. И потом с этим аксессуаром снимал в темное время суток. Снимал на выдержках 1/30, 1/50. Более того, в некоторых случаях, когда я двигался, после этого понятно, что любой фотограф устает и руки немножко дрожат, любое тело. Я снимал с рук на 1/100, и у меня кадры получались нерезкими. После того, как я поставил вот этот аксессуар и снимал даже с 1/50 и даже длиннее выдержки, все кадры были абсолютно резкие. Поэтому, друзья, это для тех людей, которые любят, чтобы матрица получала больше света. Фавиона это важно, и другим камерам это тоже важно. Фотографы, которые снимают на выдержках 1/15, то есть 15 Гц, 8 Гц частота шума на нашей Земле, получают совершенно другое восприятие реальности. Вы об этом знаете, кто смотрит мои видео, друзья. Так что вот для тех людей, кто любит снимать на длинных выдержках, это незаменимая вещь. Да, еще, друзья, кто снимает в стиле пикториализм, это так называемые размытые общие контуры, для этих людей тоже этот аксессуар будет очень интересен. Кстати, подходит практически для любых беззеркальных, зеркальных камер, всех камер, которые имеют дисплей. Даже если у вас дисплей маленький, вы можете приложить, не обязательно это крепить на магните. То есть способы эксплуатации различные. Каким образом он крепится, друзья? Крепится он несколькими способами. Во-первых, им можно закрепить на магните, приклеив магнитную металлическую рамку к видоискателю или вокруг видоискателя вы можете подобрать. Во-вторых, вы можете прикладывать, просто не закрепляя. Что касается использования. Использование я показывал. 2 режима. Можно как обычную шторку, можно как действительно полноценный видоискатель с увеличением 2,5 крата. Ну, у разных видоискателей это увеличение различно, поэтому в зависимости от того, что вам требуется, какой вы хотите получить результат, вы используете так или иначе. Годится ли это для правшей и для лавшей? Для левшей. Для левшей. Да, друзья, переставляется резинка, сам наглазник, поэтому можете снимать с наглазником, без наглазника, для левшей, для правшей, для вертикального кадра, для горизонтального, как хотите.
Да, еще будут вопросы наверняка, где купить. В обычных магазинах вы не купите, а в интернет-магазин официальный я оставлю ссылку, посмотрите. Я надеюсь, это видео вам поможет, друзья. И вы поставите лайк, как минимум, чтобы продвигать это видео, чтобы большее количество людей узнали об этой технике, об этом способе и о том, как его применять. Надеюсь на вас, друзья.